Спасибо вам, что поддерживаете наш канал платной подпиской на Патреоне. Особая благодарность подписчикам Олегу Михайловичу, Владимиру П. и Ричарду Дин. Всем здравствуйте! Сегодня у нас достаточно редкий для российских дорог автомобиль Mitsubishi Endeavour начала нулевых с очень интересными повреждениями. Внешне это выглядит как плохой зазор между дверью и крылом с обеих сторон, и не получается, по словам клиента, сход-развал. Здесь есть повреждения и в задней части. Разбит бампер и плохо открывается и закрывается крышка. При открывании она как бы соскакивает с замка в сторону. Так как крышка с внутренней стороны сильно подъедена ржавчиной, клиент привез донорскую и крышку, и бампер. С задней частью вроде все понятно. Вначале сделаем ее. А самое интересное, работу с мордой, отложим на вторую половину видео. Вы на канале Автокрафт. Мы начинаем ремонт. Разбираем часть багажника, откручиваем крышку, снимаем ее, накидываем донорскую, прикручиваем, закрываем крышку и видим, что донорская японская крышка имеет конструктивные отличия от родной американской. Американская крышка имеет возможность открывания отдельно стекла, и ручка открывания крышки механическая. В японской же крышке не открывается стекло, и ручка открывания крышки электрическая. Соответственно, и разъемы проводки разные. Мы не можем подключить крышку японскую к американскому кузову. Будем вызывать электрика, чтобы он законнектил крышку с кузовом. Снимаем фонари, бампер, переходим к рихтовке крыла. Это оказалось несложно, так как со стороны багажника есть хороший для этого доступ. Накидываем бампер и фонари, и становится понятно, что бампер, сидящий на усилителе, утоплен вовнутрь. Сняв бампер и усилитель, посадочные места усилителя вытаскиваем наружу. Начинаем сборку. Накидываем опять усилитель, бампер и фонари. Все накинули, получили такой результат. Удалось отрихтовать крыло, надо заварить только дырочки. Хороший зазор у бампера с крылом, но плохой зазор по крышке. Поверху крышка стоит ровно, одинаковый зазор вдоль всей длины крыши. В то время как с правой стороны достаточно большой зазор с фонарем, как верхний, так и вертикальный. С левой стороны зазор с фонарем у крышки меньше, вертикальный, а верхний совсем маленький. Чуть-чуть попробовали подрегулировать, ничего не получается. Поставим на стапель и тогда поработаем спереди автомобиля с подрамником, и в задней части постараемся установить крышку ровно. Итак, собрались ехать на сход-развал перед стапельными работами. Чуть-чуть подразобрались, сняли жабо, и вот что увидели.
Чашка практически оторвана от кузова. Щит моторного отсека в районе чашки весь в трещинах. Решили не ехать ни на какой сход-развал, а поставить машину на стапель. Сначала все обварить, но предварительно снять крыло и посмотреть, что же творится там над колесом. А под крылом все оказалось печально. Направляющая крыла имеет трещины, видны сварочные работы в районе фары, с внутренней стороны швы ничем не обработаны, и при нажатии на пружину вся передняя правая часть кузова в районе чашки подвижна. Перед началом сварочных работ осаживаем чашку гидравликой и проверяем это все по уровню. Выставив, подрихтовываем и начинаем обваривать. Все разрывы провариваем и усиливаем, накладывая шины. А сейчас хотелось бы поговорить о конструктивных особенностях этого автомобиля. Почему произошли все эти разрывы металла? Ну, естественно, был удар в правую фару, а также вот эта огромная деталь, являющаяся усилителем направляющей крыла. Также эта деталь является усилителем и для чашки. Не имеет прямого соединения с кузовом. Все это через какие-то загибы. Соответственно, жестко фиксировать направляющие крыла эта деталь не может, так как она подвижно все-таки. Произошли вот такие разрывы, их в этом месте 3. Американские конструктора, как и японские, оказались тупыми. Мы здесь в России в гаражах острые, соответственно, придумали вот такую вещь. Соединим кузов и усилитель вот такой косынкой. На кузове эта косынка будет прикручена, на усилителе приварена. Но если серьезно, конечно, не конструктора тупые. Никто не рассчитывал, что 17-летний автомобиль будет скакать по российским дорогам. Соответственно, он этого не выдержал. Будем усиливать кузов. Швы обтачиваем, обезжириваем, обрабатываем в 2 грунта и перекрываем акрилом.
На швы под жабо, под акрил наносим еще и герметик. При помощи уровня и линейки выясняем, что правый лонжерон приподнят на 8 мм. С помощью гидравлики отдавливаем лонжерон вниз и начинаем сборку. Накидываем усилитель, крыло, но фара не становится. Колдуем с посадочным местом фары. Так как бампер достаточно тяжел, а крепится он всего лишь по краям и посередине возле замка капота, мы привариваем 2 кронштейна на усилитель. На них будет облокачиваться бампер. Закончили с передней частью, переходим к задней. Начинаем с рихтовки крышки. Ремонт проема начинаем сначала с верхней части, выдавливаем ее вверх и вправо. Снимаем бампер, нижнюю часть проема в районе левого лонжерона вытаскиваем вниз. И только проделав все эти манипуляции, получаем хорошо закрывающуюся крышку и ровные зазоры по всей задней части кузова. А это конечный результат наших работ. Весь ремонт вместе с покраской, сборкой и электриком занял чуть больше 2 недель. Мы съездили на сход-развал, все получилось. Ровные зазоры по кузову, хорошо открывается и закрывается крышка. Друзья, напоминаю, не ленитесь что-нибудь нажимать под видео, пишите комментарии, а главное не забудьте подписаться на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!